Тяжело описать, каково это, но если сравнивать игру с каплей, то представьте тучи разнообразных проектов, среди которых каждый найдет что-то по душе, и они идут под одним небом. Так вот, это небо и есть роглайк, и рогалики это круто. Их секрет успеха кроется не в каком-нибудь сюжете или графике, дело даже не в геймплее, дело в том, кто за этим стоит. По редкости это как найти $100 на скамейке, найти еще одно место на земле, которое бы связывало такое количество инди-разработчиков, которым есть что сказать. Даже один неравнодушный амбициозный творец может изменить мир, а если таких людей много, можно породить новый. Присядьте, я расскажу вам об игре. Ладно, за работу. Трудно даже представить, в каком времени не романтизировали жажду азарта, эмоциональных ставок, долгого ожидания с последующим вознаграждением, потому что такого времени не было. Примерно столько же, сколько существует понятие человек, существовало понятие игра. Приходили разные технологии, одна эпоха сменяла другую, менялись дома, одежда, человек не менялся. Базовые чувства были всегда и, как мне кажется, пробудут еще столько же. Я очень азартный человек, я обожаю азартные игры настолько же, насколько любитель кофе любит кофе. И очевидно, рандом для меня не пустое слово, это целая философия. Можно назвать его разными именами, авось, как карта ляжет, но лично я готов жизнь потратить на вечерний покер в теплом кругу людей с деньгами от монополии. Я готов радоваться победе точно так же, как и недоумевать от поражения, и такие вещи заставляют чувствовать жизнь. Кстати, то, как я купил игру, не исключение. Я давно положил глаз на Dicey Dungeons, хотя бы просто из интереса посмотреть, как совместили настолку и рогалик. И угадайте что? Через несколько дней произошла магия. Вы знаете, мы все так или иначе совершали ошибки детства, из-за которых у нас теперь вредные привычки, и ту или иную вещь мы делаем уже не потому, что нам это нравится, а просто по инерции. Именно поэтому уже 6-й год я играю в CS, и именно во время хэллоуинской распродажи, когда Dicey Dungeons стоила 180 рублей, мне выпал скин за 180 рублей. По-моему, это был знак, поэтому я даже не раздумывал о покупке. Во-вторых, мне кажется, будет преступлением обойти некоторые авторские решения, умещаемые в слово «стиль». Как все нарисовано, какие здесь анимации. Это понятно, что круто. Я вроде как уже несколько минут вам игру показываю, но юмор — мое почтение. Я настолько уже отвык от нормальных шуток, когда сидел в школе, что для меня это как какое-то благословение послушать хоть что-то острее разбийника или еще какого-нибудь бреда. Понимаете? Кактус, которого не хотят обнять, это не то что глоток свежего воздуха, это как манна небесная, такие дела. Но важны приоритеты. На самом деле я очень ценю труд людей, идущих в ногу с технологиями для того, чтобы дать нам прорывные проекты с крутой графикой, физикой, химией, и одно только не радует. Я не считаю праздником ситуацию, где вся гирлянда, все красивейшие игрушки и шарики будут без елки, то есть без главного компонента. Я скорее уделю личное время блокпосту, нежели из-за стадных стереотипов буду давиться игрой, где кроме красиво падающей грязи и новых частиц, которые нагружают комп, делать нечего. Я сначала поудивляюсь красоте всего, а потом просто уйду в блокпост. Я надеюсь, вы уже поняли, к чему я клоню. Геймплей тут невероятный. Я вообще не знаю, кто это придумал. Как это получилось так круто сделать игру? Она вроде как косит под настолку, но в то же время является рогаликом, и это буквально мечта каждой клетки моего тела. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы не мечтать играть в крутые настолки. То есть, года так 3 назад я специально платил деньги за то, чтобы ходить в антикафе и чилить, и примерно так прошло мое лето. И знаете, не сказать, чтобы я о чем-то жалел, скорее наоборот. И слово настолка тут не просто так. Видите ли, обычно в рогаликах накидано с 500 разных предметов, которые, если что-то пойдет не так, просто сломают игру. А не сказать, что я критикую нечестное прохождение, когда человек настолько понял механику игры, что может ее обуздать и лепить собственный мир, но на контрасте с другими рогалайками Dicey Dungeons чуть-чуть адекватнее, чем давать возможность собрать всеуничтожающее оружие, а потом летать по карте, как на радостью купивший читы пятиклассник, обманувший родителей. Конечно, я прощаю играм, если они где-то не продуманы, это нормально, да и не нужно для счастья в принципе. Но тут все настолько продумано, что я просто не знаю, к чему придраться. То есть, если бы это реально была настолка, я бы заплатил за это деньги, потому что такая идеальность этого заслужила, потому что она вызывает доверие. Подумайте хорошенько, в изучении языков, новых дисциплин и предметов, что самое главное, что ты доверяешь тому, что учишь. Здравый смысл не вызывает отторжения и всегда легче воспринимается на веру, и черт возьми, я доверяю этой игре, потому что она правильная и цельная. Каждому аспекту и каждой мелкой механике ты доверяешь. Даже если что-то идет не так, как ты хочешь, все, что можно сказать, ну да, сегодня не мой день. В хорошем рогалайке ты не винишь никого, даже себя.
Ну и вещь, которую я особо заценил, так это то, как игра тебя вовлекает. Персонажи представлены в ряд и начинаются с самого простого геймплея, где ты по сути никак мозгом-то и не работаешь, но заканчиваются каким-то безумием, где нужно систематически из раунда в раунд придумывать какие-то сверхзамороченные заклинания, комбинировать оснащение, и все ради точно такого же урона, который ты наносил первым персонажем. И это правильно, сначала дать распробовать, а потом уже давать сложный вызов, примерно как это делают в школе. Получается некий контраст, когда ты сначала одноклеточной кнопкой наносишь 5 урона, а потом своими руками из подручных средств собираешь самое оптимальное решение и добиваешься своего. Ты начинаешь понимать суть, и это тоже своего рода искусство, красиво победить врага. Вот здесь, например, я построил колоду таким образом, что каждая способность попадается только четное количество раз, из-за чего при помощи ульты можно бесплатно запустить буквально все карты. Я сам до этого додумался, я сам построил эту колоду, и ощущение того, что посредством интеллекта ты побеждаешь противника, вставляет не хуже крепкой чашки чая. Да, чуть не забыл, русская версия это прям вау. Как я понимаю, оригинальный язык игры английский, и было бы глупо ожидать от иноязычной версии какой-то игры слов. Это вообще огромная проблема, из-за которой люди стараются все же смотреть фильмы на родном языке. Но походу я нашел то, чего не существует. Тут очень много юмора, и он не переведен, а переизобретен с нуля. И во время игры я поймал себя на мысли, что это ведь наоборот теперь иностранцу придется включать русский. Я не знаю человека, который перевел Dicey Dungeons лично, но в своей работе этот гений просто безбашенен. Это фанат своего дела, потому что все, что он должен был сделать, прекрасно. И будьте уверены, если бы он поставил своей целью изобрести человека, у него бы получились мои подписчики. Поистине, робот мой любимый персонаж. Со временем я начинаю понимать, почему Дигл такое востребованное оружие. Играя за робота, ты так или иначе стремишься уложиться в кубик, потому что за это дают хорошие бонусы. Ты из хода в ход надеешься, что в этот раз тебе повезет. Примерно так и кейсеры каждый раз стремятся сделать хедшот, потому что ничего не доставляет так сильно, как четкий выстрел в жбан. Да, я мог сделать то же самое и с другим оружием, но оно уже не принесет мне такого удовольствия. Хедшот с Глока подобен пятерке на ОГ по-русски. Легко и бестолково, если честно. Хедшот с Дигла — это то, в чем ты никогда не уверен. Это то, на что ты возлагаешь надежды, чтобы они сбылись. В конце концов, это либо это, либо это. И давайте будем честны, второй случается намного чаще. Вешать хедшоты — большое мастерство и дается очень тяжело и очень редко, но именно в этом и вся магия. Чем труднодоступнее желаемая вещь, тем она ценнее. Чувствуете, к чему я клоню? Мы все азартные игроки, дело лишь в том, где мы это реализуем, и что именно испытываем на удачу. Наверное, быть подобного рода человеком не самое лучшее качество, но если вы когда-нибудь играли за робота в этой игре, то не мне вам говорить, насколько сладок звук здешнего джекпота. Такие вещи классные просто сами по себе и поэтому реиграбельные. Ну и да, бонусом эпизода, который опять контент и опять труд всех тех, кто приложил к этому свои золотые руки. Знаете, у нас были разные проекты на трудах, но каждый лично для меня был как своя маленькая жизнь с рождением, жизнью и смертью. Я часами пилил этих дурацких рыбок и часами украшал их выжигателем по дереву. И эта игра ощущается той самой рыбкой, тем самым превозмоганием и переосмыслением себя ради высшей цели, которую вложили все старания. Обе эти вещи разные, но учат одному: без труда не вытащишь рыбку из пруда. Определенно да, каждый рубль, потраченный на игру, был оправдан, потому что игра досталась не бесплатно, но и за 180 рублей это must have. Это как колбаса, она одинаково крута всегда, ее не нужно нарезать, чтобы лицемерно показывать сильные стороны. Dicey Dungeons — это прям игра для меня, ее шутки острые, а поэтому ими легко пронзить сердце, ее настолочный стиль радует глаз, ты привыкаешь к несовпадению, взлетам и удачам, и ты все и ничего одновременно. Ни в один из моментов ты не чувствуешь себя неубиваемым. Даже если ты на последнем уровне доедаешь последнего врага, ты не бессмертен. Нет, тебя всегда можно убить. Никто не страховал тебя от того, что волосок, на котором держится твоя жизнь, просто порвется, и в этом я нахожу нечто философское. У тебя может быть идеальное оружие и полное здоровье, но стоит один раз не повести с кубиками, и все, ты помер. И винить? А кого винить?
Это удача, госпожа удача, которая, кстати, здесь главный злодей, главный персонаж и просто ведущий в этом типа шоу. Насколько я помню, по сюжету у каждого кубика есть какое-то желание, ради которого они сюда пришли. Они сознательно подписали контракт на эту вакханалию, оценивая все за и против, допуская, что приз они могут и не выиграть. Прямо как мы при рождении без подписи подписали точно такой же контракт, просто для того, чтобы играть в эту непростое шоу под названием «Жизнь», прекрасно осознавая, что мы можем ничего и не выиграть. Все, что мы сейчас переживаем, каждое утро и вечер в будущем будут составлять ламповость. Приятные моменты из прошлой повседневной жизни, которых, возможно, уже никогда и не будет. Они составляют не прошлое, а притупленное воспоминание прошлого, романтику событий. Всегда, каждый момент жизни мы пишем историю. Мы смертные, наше время игры ограничено. Так почему бы не играть красиво?